Все началось с обычного солнечного дня, когда Джоан, житель тихого пригорода, решив привести в порядок свой ничем не примечательный задний двор, заметила нечто странное под старыми кущами на краю участка. На первый взгляд это было похоже на обычный круглый камень, но при тщательном осмотре он начинал приобретать странные очертания. Любопытство взяло верх, и Джоан решила исследовать находку. Она потянулась к камню и почувствовала легкое покалывание в пальцах, словно электричество пробегало по коже. Когда Джоан убрала траву, она обнаружила, что под камнем скрывается нечто большее, небольшой мерцающий овал, словно пульсирующий свет. Это было как открытие новой звезды или портала в другой мир. Странное чувство нахлынуло на нее, и она, не в силах противостоять этому необъяснимому притяжению, шагнула вперед. Вскинув руку, Джоан коснулась света и внезапно ощутила, как земля под ногами исчезла, а мир вокруг изменился, став ярким калейдоскопом звуков и цветов. Ее чувства обострились до предела, но в то же время было ощущение спокойствия и загадочности. Она не понимала, где именно оказалась, но это было захватывающе. Перед глазами простиралась удивительная панорама, череда холмов, покрытых яркой зеленью, и необычные деревья, которые, казалось, пели на ветру. Секунды тикали, но для Джоан время остановилось. Она понимала, что сделала открытие из разряда тех, о которых мечтают люди во всем мире. Вопрос был в том, что делать дальше. Эта находка могла изменить абсолютно все, что она знала о мире. Каковы же последствия для ее привычной жизни и, возможно, для всего человечества? Портал в саду. Первые шаги в неизведанную вселенную. Только перешагнув порог светящегося окружения, Джоан ощутила, как воздух изменился. Было ощущение, словно она ступила в совершенно другой мир. Легкий ветерок обволакивал ее лицо, принося ароматы, которые не могли существовать в ее мире. Напротив, среди незнакомых деревьев, она заметила яркие цветы, которыми никогда не украшал ее сад. Интересно, что все здесь имело свои оттенки и формы, которые были одновременно знакомыми и незнакомыми. Казалось, что каждая деталь в этом мире была каким-то образом зеркальным отражением ее собственного, но с легким искажением, как будто кто-то играл с параметрами света и цвета. По мере того, как Джоан шагала дальше, она заметила, что по периметру деревьев смутно проявлялись люди, или скорее существа, напоминающие людей. Они наблюдали за ней издалека, но не приближались, словно боялись нарушить границы. Джоан долго не решалась подойти ближе, но затем, преодолевая страх, пошла вперед. Существа продолжали наблюдать, и в их взгляде было что-то успокаивающее. Внезапно Джоан услышала мелодичное журчание воды и пошла на звук. За деревьями открылась картинка небольшой речушки, водопад которой искрился под лучами незнакомого солнца. Ее сознание разрывалось между желанием исследовать этот новый мир и пониманием, что она должна вернуться домой. Но что, если этот мир предложит ей ответы на вопросы, которые ее всегда интересовали? В этот момент Джоан поняла, что должна сделать выбор – остаться здесь и узнать правду, или вернуться и навсегда сохранить этот мир в тайне. Но что, если открыть эту тайну все же стоит? Зеркальный мир, шокирующие сходства и различия. Как только Джоан ступила через порог, она погрузилась в мир, который одновременно был невероятно знакомым и странно незнакомым. Казалось, будто она вошла в зеркальное отражение своей реальности. Деревья, окружающие ее, выглядели почти как те, что росли в ее родном мире, но были в них детали, которые отличали их. Кора светилась слабым зеленым светом, а листья шептали на неизвестном языке. Вдали виднелись здания, очертания которых напоминали ее собственный город, но с архитектурой, словно сошедшей со страниц фантастического романа. Джоан продолжила свой путь и наткнулась на тропинку, идеально повторяющую извилистую дорожку ее сада. Интересно, но в этом странном месте тропинка была устлана мягкими, почти парящими в воздухе камнями. Каждый шаг по ней заставлял камушки едва заметно мерцать, словно они реагировали на ее присутствие. Этот новый мир поражал воображение. Она заметила, что ее отражение в воде небольшого пруда выглядело необычно, словно ее волосы плавно струились, как поток воды, а ее глаза светились мягким светом. Продвигаясь дальше, Джоан встретила существо, которое можно было бы назвать человеком, если бы не плавный синий отлив кожи и глаза, излучающие спокойствие и мудрость. Существо, стоящее у ручья, дружелюбно кивнуло и протянуло ей руку, приглашая к общению. Но прежде чем она успела сделать шаг навстречу, ее взгляд привлекло нечто еще более удивительное. В самом центре поляны, в окружении цветущих кустов, стоял большой странный камень, напоминающий тот, что она обнаружила у себя дома. Однако этот камень не только светился, но и вибрировал в такт ее сердцебиению. Осознание охватило Джоан, когда она поняла, что все здесь не просто отражение ее мира, а скорее его вариация с минимальными, но важными отличиями. Этот новый мир мог стать тем, что изменит не только ее жизнь, но и понимание мира в целом.
Джоан понимала, что этот мир словно приглашает ее исследовать его, раскрыть его тайны и, возможно, найти в нем что-то большее, чем она могла бы представить. Бабочки и ураганы. Как небольшие изменения могут трансформировать нашу реальность, переместившись в эту новую реальность, Джоан не могла не думать о теории эффекта бабочки. Ведь даже самое маленькое изменение здесь могло потрясти ее знакомый мир до основания. Она понимала, что любое взаимодействие с этой вселенной может вызвать цепную реакцию, последствия которой предсказать невозможно. Один из таких моментов настал, когда она увидела, как маленькое существо, похожее на стрекозу, перелетело на ее плечо. Его крылья переливались всеми цветами радуги, и каждая его вибрация казалась маленьким музыкальным аккордом. Джоан осторожно провела пальцем по его спинке, и вдруг воздух наполнился странным трепетанием. Все вокруг, казалось, затихло в ожидании. Возвращаясь в свой мир, она заметила, что небо приобрело легкий фиолетовый оттенок, который раньше никогда не замечала. Всего лишь прикосновение к этому загадочному существу вызвало изменения в ее собственном мире. Возможно, в этом и состояла вся суть. Хаотичное переплетение двух реальностей, каждая из которых влияет на другую. Существо, вернувшееся вслед за ней, выглядело довольным новой обстановкой. Оно стало частью ее сада, добавив в него свою прелесть и загадочность. Она поняла, что многие изменения могли остаться незамеченными, но могли иметь огромные последствия. Джоан находилась на пороге новых открытий о природе перемен и их влиянии на окружающее. Ее новые знания могли изменить не только ее восприятие, но и глобально повлиять на оба мира. Вопрос оставался, как далеко зайдут эти изменения и какой будет их конечный эффект. Переплетение миров, неожиданные последствия необдуманных действий. Пока Джоан пыталась понять, как взаимодействие с этой другой реальностью может повлиять на ее собственный мир, она наткнулась на еще одну вещь, которую раньше не замечала. На родине, в ее заднем дворе, начали расти растения, которых прежде не было. Эти новые виды цветов отличались яркими оттенками и издавали сладкий аромат, который привлекал к ним насекомых, мигрировавших из параллельной вселенной. Казалось, будто граница между мирами стала более проницаемой, и маленькие элементы начали просачиваться из одного в другой. Однако это было не единственное изменение. Джоан заметила, что ее голос стал звучать не так, как раньше, когда она пыталась поговорить со своим соседом. Он с удивлением посмотрел на нее и задал вопрос. Он выражал беспокойство о том, что ее речь кажется немного необычной, словно из уст слетал другой акцент или интонация. Она поняла, что влияние другого мира постепенно сказывается не только на Флоре, но и на ней самой. Возможно, это было следствием ее пребывания в параллельной вселенной и взаимодействия с ее обитателями. Одновременно с этими изменениями Джоан начала замечать, что ее любимые вещи и предметы странным образом меняют свое положение. Например, книги на полке вдруг оказывались в хаотичном беспорядке, хотя раньше они всегда стояли в идеальном порядке. Это наводило ее на мысль о том, что связи между мирами могут стать опасными, если их не контролировать. Желание узнать больше об этом новом окружении стало сильнее. Джоан поняла, что необходимо тщательно продумать свои действия и решения, чтобы не нанести непоправимый ущерб как своему миру, так и новой вселенной. Она также осознала, что знание и осторожность — главные союзники в этом сложном и захватывающем путешествии. Связь между мирами, невероятные открытия и их последствия. Непрерывное погружение Джоан в исследование нового мира привело к неожиданным открытиям, которые могли бы изменить представление о Вселенной. Один из таких моментов настал, когда она обнаружила, что в параллельной Вселенной течет время с другой скоростью. Она заметила, что ее часы, оставленные на камне у портала, показывают другое время, когда она возвращалась назад. Эти временные несовпадения поднимали важные вопросы о взаимодействии миров и их взаимном влиянии друг на друга. Однако открытия Джоан не ограничивались только течением времени. Вскоре она обнаружила, что звуки, которые она приносила из параллельного мира, шепот деревьев, мелодии ветра, становились более отчетливыми и насыщенными в ее мире. Эти звуки, словно мелодии, пробивались сквозь эфир и вызывали необычайные эмоции у тех, кто их слышал. Однажды, когда она прогуливалась по своему саду, на нее снизошло осознание. Эти мелодии открывают дверь в иной способ восприятия реальности. Вскоре Джоан привлекла внимание ученых, заинтересованных в ее открытии. Они приехали с оборудованием для измерения изменений, происходящих в ее доме. Они начали фиксировать аномалии, вспышки энергии и изменения температуры, что указывало на возмущение во времени и пространстве. Ученые видели в этом возможность изучить взаимодействие миров и попытаться понять, могут ли эти энергии использоваться для улучшения жизни на Земле.
С каждой новой находкой вопрос о последствиях становился все более актуальным. Возникала дилемма, стоит ли открывать человечеству это новое знание или оставить его тайной. Джоан понимала, что ее действия могли запустить цепь событий, которые никто не сможет контролировать. Но любопытство и желание исследования влекли ее дальше, открывая путь в неведомое. Несмотря на риски, Джоан продолжала свое исследование, осознавая, что ее открытия могут изменить не только ее жизнь, но и будущее всего человечества. Эта связь между мирами, как она понимала, могла стать ключом к новому пониманию реальности. Межпространственные законы, как адаптироваться к новому порядку. По мере того, как Джоан продолжала исследовать новый мир, она постепенно осознавала необходимость соблюдать определенные межпространственные законы, которые бы помогли адаптироваться к новым условиям. Первым шагом стало создание карты местности, чтобы определить границы и безопасные пути, по которым можно было перемещаться между мирами. Она отметила на карте участки, где материализация объектов из ее мира вызывала наибольшие изменения. Это помогало не только избежать потенциальных опасностей, но и понять закономерности взаимодействия обеих вселенных. Следующим этапом было наблюдение за биологическими изменениями, происходившими с ее физическим состоянием. Джоан заметила, что ее кожа приобрела легкий переливающийся оттенок после длительного пребывания в параллельной вселенной. Это явление привлекло внимание врачей, которые начали отслеживать ее биомаркеры, фиксируя изменения в ДНК. Врачи предположили, что излучение от портала могло вызвать мутации, способные открыть новые возможности для изучения человеческой адаптации к экстремальным условиям. Джоан также разработала систему сигналов для общения с существами из параллельного мира. Она создала простые световые и звуковые сигналы, которые позволили наладить контакт и обмениваться информацией без риска недопонимания. Эти методы общения оказались полезными и помогли ей укрепить доверие, что стало ключевым аспектом ее взаимодействия с другими мирами. По мере адаптации к новому порядку, Джоан осознавала, что ее открытие необходимо защищать от внешнего вмешательства. Тайные наблюдения за поведением людей и животных в ее мире показали, что изменения могут воздействовать как на психологию, так и на поведение. Она поняла, что даже небольшие вмешательства могут иметь непредвиденные последствия. Процесс интеграции законов двух миров стал не только ее личным вызовом, но и общим делом для тех, кто был связан с ее открытиями. Джоан решила, что знание и понимание — ее главные помощники в этом незнакомом путешествии. Она приняла на себя ответственность за сохранение равновесия между мирами, осознавая, что это шаг к созданию новой эпохи сотрудничества и взаимопонимания. Знания, которые она накопила, могли стать фундаментом для более гармоничного существования человечества и новой вселенной. Реакция общества, паника или новый виток развития. Новость об открытии Джоан быстро разнеслась по близлежащим районам, вызывая как бурные обсуждения, так и страх у людей. Одни видели в этом неблагоприятное предзнаменование, опасаясь, что неопознанное явление может привести к катастрофическим последствиям. В то же время другие ощущали необъяснимый восторг при мысли о новом витке развития, который мог бы изменить их жизнь к лучшему. Паника захватила некоторых жителей, которые побеспокоились о безопасности своих семей, предполагая возможные угрозы из параллельной вселенной. Кто-то даже начал строить укрытия или искать способы защиты от мнимых опасностей, исходящих из портала. Однако среди волны волнений нашлись те, кто увидел в этом открытии огромные перспективы. Они надеялись, что портал может открыть доступ к новым технологиям и знаниям, которые могут существенно улучшить текущие условия жизни на Земле. Эти люди начали объединяться в небольшие группы, стремясь изучить этот феномен и поддержать Джоан в ее исследованиях. Их интерес подогревался не только жаждой новых знаний, но и возможностью стать первопроходцами в освоении неизведанного. Начали появляться общественные дискуссии, в которых обсуждались как потенциальные угрозы, так и преимущества взаимодействия с параллельной вселенной. Появились мнения, что открытие Джоан может стать не только вызовом, но и шансом для всего человечества развивать и совершенствовать свои способности к адаптации и выживанию. Люди с любопытством взирали на новую возможность, которая могла бы изменить их жизнь навсегда. Эти события спровоцировали целую серию социальных изменений, пробуждая интерес к науке и исследованиям. Увеличилось количество студентов, выбирающих естественные науки в университетах, в надежде в будущем участвовать в изучении параллельных миров. Это было начало новой эры, эпохи, в которой общество было вынуждено пересмотреть свои устои, поставить под сомнение привычные догмы и начать активно искать ответы на возникающие вопросы. Таким образом, реакция общества на открытие портала оказалась разнообразной. Паника соседствовала с надеждой, но было очевидно одно: мир не мог оставаться прежним. Люди стояли на пороге новой эры, и реакция каждого из них могла стать ключом к определению будущего не только их мира, но и всей Вселенной. Ученые и правительство. Кто возьмет контроль над порталом?
Слухи о портале на заднем дворе Джоан достигли не только общественности, но и высших эшелонов власти. Вскоре к ней прибыли представители правительства, заинтересованные в изучении нового феномена. Службы безопасности начали устанавливать ограждения вокруг участка Джоан, стремясь защитить портал от посторонних глаз и обеспечить безопасность. Ученые из различных исследовательских институтов были приглашены, чтобы изучить портал и его влияние на их реальность. Они установили лабораторное оборудование для замеров энергии и других физических параметров, чтобы понять, как портал функционирует и возможно ли им управлять. Ученые, работающие над проектом, погрузились в изучение портала с огромным энтузиазмом. Они принялись фиксировать изменения в атмосфере вокруг него, анализируя данные, поступающие с сенсоров. Коллективы специалистов из различных областей сошлись во мнении, что изучение портала может открыть новые горизонты для науки, включая возможности межпространственных перемещений и новые источники энергии. Однако вопрос о том, кто будет контролировать портал, оставался открытым, поскольку правительство стремилось сохранить его в своих руках, опасаясь утечки информации и неконтролируемого использования. Между тем возникли и споры о юридическом статусе участка Джоан. Некоторые организации высказывали мнение, что земли, на которых расположен портал, должны принадлежать государству и быть под его юрисдикцией. Джоан же стремилась сохранить контроль над собственностью, утверждая, что ее открытие было личным, и она имеет право участвовать в исследованиях. В итоге была достигнута договоренность о совместной работе, которая позволила Джоан взаимодействовать с научными группами, предлагая свои наблюдения и идеи. На фоне этих событий правительство задумалось о потенциальном использовании портала в военных или экономических целях. Началась разработка планов по использованию портала для стратегических перемещений и добычи редких ресурсов из параллельного мира. Такие намерения вызывали беспокойство у общественности и научного сообщества, которые опасались, что неконтролируемое применение технологии может привести к катастрофическим последствиям. Так началась борьба за контроль над порталом, символом новых открытий и изменяющегося мира. Джоан и общество оказались втянуты в этот процесс, осознавая, что их действия могут определить будущее взаимодействия с иной реальностью. Будущее взаимоотношений. Как жить, когда параллельная вселенная так близка? С открытием портала на заднем дворе Джоан возникли совершенно новые возможности для изучения взаимоотношений с параллельной вселенной. Люди начали задумываться о том, как жить, когда такая реальность располагается так близко. В первую очередь возник вопрос о безопасности. Каким образом можно защититься от возможных воздействий и кто будет контролировать взаимодействие между мирами? Научное сообщество и правительство объединили усилия, чтобы разработать системы безопасности и контроля, способные обеспечить стабильное существование обоих миров. Были созданы комиссии для изучения межпространственных взаимодействий, которые попытались установить новые протоколы. В то время как одни люди стремились к исследованию и пониманию новой вселенной, другие начали создавать собственные теории и догадки об ее влиянии на известную реальность. Популярными стали идеи о возможности путешествий и использования параллельных миров для улучшения условий жизни на Земле. Люди с энтузиазмом обсуждали возможность освоения новых технологий и обмена ресурсами между мирами. Вскоре возникло движение, призывающее к мирному сотрудничеству и обмену знаниями. Они видели в параллельной вселенной не только источник новых возможностей, но и потенциального партнера для развития и роста. Внедрение новых технологий и подходов к взаимодействию стало основной целью для многих энтузиастов, стремившихся построить мост между мирами. Общество начало осознавать, что параллельная вселенная может сыграть ключевую роль в их будущем, превратившись из неизвестного в проверенного союзника. По мере распространения информации о параллельной вселенной, люди начали привыкать к существованию другого мира, и это стало частью повседневной жизни. Они стали рассматривать его как часть общего наследия человечества, требующую ответственного подхода и уважения. Это начало новой эпохи, когда соседняя вселенная перестала быть угрозой и стала источником новых открытий и возможностей. Люди поняли, что параллельная вселенная, находящаяся так близко, может стать ключом к более гармоничному сосуществованию и развитию.